времени, а мы начинаем утро с Некрашевичем, где расскажем, что вы перестанете делать, если вы начнете сотрудничать с нами. Это очень важно, это вот прям такой, это будет не 3 вопроса, как обычно по утрам, это будет один вопрос, я вам дам 20 вещей, которые вы перестанете делать, если начнете сотрудничать с нами. Что это за вещи, что это за действия и почему вы перестанете их делать? Потому что я взял себя 5 лет назад и сказал себе, что я бы тогда на том этапе не хотел бы делать. И я думаю, что вы узнаете себя среди этих 20 вещей, которые вам выносят мозг, которые вам ненавистны, но делать их надо, потому что без производства тех или иных вещей не будет ничего получаться де-факто. Итак, давайте проще в сторону теорию, давайте перейдем к практике. Итак, что вы перестанете делать, если начнете сотрудничать с нами? Первое, самое важное, не то, что самое важное, давайте так, любой пункт важен. Первое, вы перестанете искать способы монетизации. Почему? Потому что для вас есть я, моя команда, мой опыт, мои знания, и мы поможем вам найти способы, альтернативные способы, как правильно монетизировать ваш контент, вашу экспертность, ваш канал, и немножко отойдем в сторону. Почему? Потому что я уже помог нескольким сотням авторам, я помог, и об этом есть отзывы, монетизировать их канал теми способами, что они даже не думали, потому что способов, как заработать при помощи видео, гораздо больше, чем вы думаете. Следующее действие, которое вы перестанете делать, если начнете работать с нами, это, естественно, сидеть часами над монтажом. Потому что я узнал себя, и вы сейчас узнали себя, вы будете себя долго-долго убеждать, как это делал я. Давайте я вам на примере расскажу, как я убеждал себя, когда пытался делать монтаж. Не делал, а пытался делать монтаж. Я объяснял себе, что я же хочу сделать много роликов, соответственно, каждая минута, которую я сделаю сам, это сэкономит мне деньги. Это такой самообман, потому что в любом случае, посмотрите те ролики, которые делали мы сами на коленке, и те ролики, которые делают нам монтажеры. Как это происходит у нас? Допустим, мы сейчас, более подробно мы расскажем в видео о том, как мы нанимаем монтажера и как мы его проверяем. Как мы делаем сейчас? Мы берем клиента, мы берем заказчика, отдаем один и тот же ролик, отдаем 20 разным монтажерам. Из 20 этих монтажеров присылают нам варианты, 10, более-менее в адеквате, которые поймали волну. Мы выбираем 5, и эти 5 обсуждаем с заказчиком, с клиентом о том, какой больше ему монтаж нравится, что ему не нравится, и делаем такого а-ля Франкенштейна. Потом мы это берем и все допиливаем. Потом мы это берем, все делаем опять хорошо, правильно, для чего? Чтобы мы утвердили некий концепт монтажа этих самых видеороликов. Это очень и очень важно, потому что в дальнейшем уже выходит некий такой пример или процесс создания видеоконтента для последующего множения. То есть мы сначала заморачиваемся над каким-то шаблоном, над пониманием то, что нравится аудитории, то, что нравится заказчику, и дальше начинаем это дело все масштабировать. Сам я это упахался бы, сам я ночами сидел, то есть я не был ни автором, я был каким-то чернорабочим на галерах, потому что у меня не было ни оборудования, ни программ, ни монтажных листов, ни видео-вставок, ни фото-вставок, вообще ничего, и я пытался делать сам, потому что я думал, что я сэкономлю. Пусть монтажом занимаются профессиональные монтажеры. И начиная работать с нами, вы точно перестанете думать над монтажом и начнете креативить, и потому что вы автор. Вам надо создавать контент, а пусть монтаж делают монтажеры. Следующее, что вы перестанете делать, если начнете работать с нами, это, конечно же, рисовать обложки для своих видео. Как бы это странно ни звучало, но у меня почему-то
подавляющее большинство начинающих видеоблогеров, заказчиков пытаются сделать сами. Причем некоторые из них, они пытаются сделать настолько сами, что когда мы даем им уже профессиональные обложки, сделанные при помощи с участием маркетолога, с участием понимания конкурентов, с участием понимания, с пониманием вашей целевой аудитории, приходит наш заказчик и начинает там править, начинает там рисовать там по-своему, писать какие-то слова, вбивает в эту обложку там 15-20 слов и делает там прямо энциклопедию на обложке. Мы говорим, вы не ваша целевая аудитория, вы не дизайнер. Дизайнер это пусть рисует, пусть делает, пусть подставляет шрифты, выбирает цвета, пусть делает компоновку, потому что именно этому он обучался, и у него есть опыт, у него есть навык. И те обложки, которые вы нарисовали, посмотрите, как вот люди, которые пришли к нам, у нас на канале Школы видеоблогеров есть огромное количество, сейчас, видишь, она встала прям под это, понимаешь, вот ля-ля-ля-ля-ля, вот как это такая ковырялка. То есть, друзья мои, это немножко такая, как это, отступная как стрим. То есть только вы начинаете делать какой-то прямой эфир, сразу собираются люди и начинают прямо около вас кричать, говорить по телефону, там, общаться для того, чтобы обратить на себя внимание. Ну, вот такой вот момент. Ну, ничего. Итак, продолжаем про обложки. Это немножко было такое отступление, проговорили. Вот, про обложки. И когда к нам приходят люди, и вы можете сравнить, на нашем канале Школы видеоблогеров есть огромное количество, ну не огромное, но пока там есть десяток, а может быть другой, отзывов, и можно посмотреть было-стало. Сравните разницу, сравните, нет, я не спорю, ваши обложки вам нравятся, потому что вы делали их для себя, вы над каждой обложкой корпели, может быть день, а может быть час, вы выбирали цвета, выбирали фотографии, даже меняли там слова там местами, делали разные кегли, но все это трэш. Потому что вы эксперт какой-то другой, может быть, области. Если у вас канал не про дизайн, не про графический дизайн, не про то, как работать с фрилансерами, то я думаю, что проще всего нанять фрилансеров и забыть про это, либо прийти к нам, и мы уже с проверенными дизайнерами предложим вам несколько вариантов оформления вашего канала, ваших обложек, где вы получите действительно практически работающие обложки, тамбнейлы, не знаю, значки ваших видео, и начнете сравнивать CTR, то есть клики по этим самым значкам. Дальше, что вы еще перестанете делать, когда начнете работать с нами? Размещать видео на YouTube и во всех социальных сетях. Скажете, как? Я сейчас очень успешно размещаю видео на YouTube, и вот вообще, зачем вы мне? А я вам говорю свои боли, я вам рассказываю то, что болит у меня, что болело у меня, как это было. И вы сейчас себя узнаете, как это было у меня и как это будет у вас. Ну, или будет в ближайшем обозримом будущем, или уже было. Я записываю ролик и понимаю, что мне надо этот ролик разместить в Яндекс.Эфире, мне надо разместить его в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, залить его в IGTV, ну, в Инстаграме, мне надо залить его в Vimeo. И еще классно было бы, если бы я его залил в Pinterest. И я такой сажусь, заливаю его на YouTube, все классно, у меня все получилось, и дальше начинаю пытаться заливать его в социальные сети. А потом у меня звонок, а потом у меня переговоры, а потом я пошел попил кофе, и потом я думаю, я лучше уж завтра, когда у меня будут 2 ролика, я залью 2 ролика сразу там ВКонтакте, потому что пока зашел, там логин забыл, пароль забыл, и завтра я знаю, я точно знаю, что завтра не наступит никогда. И вот спустя неделю я понимаю, что у меня 10 роликов в YouTube залито, а ВКонтакт залит 1, а в Инстаграм не залито ничего. А в Facebook тоже не залито. И вот я думаю, ну вот ладно, это не горит, это же посев, я лучше потом сделаю, потом поставлю. И вот потом, и вот посмотрите сейчас. Мы 10 раз, 20 раз, 30 раз в школе видеоблогеров говорили, делайте посевы ваших видео, не репосты, а посевы, и вы кивали головой, да, буду. Сколько видео вы залили, допустим, в Одноклассники? Посчитайте сейчас. Хотите, я угадаю? 0. А знаете почему? Потому что ваш мозг вам подсказал, что
а у меня нет аудитории в Одноклассниках, и мне туда нечего заливать. Ну, от вас что будет? Вы уже залили, то есть вы уже сделали ролик. Все, что вам надо сделать, это правильно залить, назвать его, написать описание, залить туда. Вам лень и вам некого нанимать, потому что вы пока это ж кого-то нанимать, надо давать ему доступ к вашим социальным сетям, и тут начинается «а вдруг?», «а если?», и вот так, это такая круговая петля, проходит год, и потом вы, как вот мы что же так, мы нанимаем специального человека, который нам заливает пачки видео ВКонтакте. То есть у нас в Ютубе залито 10 тысяч видео, а ВКонтакте залито 1000, а мы можем залить туда еще. А более того, очень многие социальные сети и хостинги, допустим, Яндекс.Эфир, Яндекс.Хаб, они не дают заливать, допустим, больше 18 видео за сутки. И вы начинаете тупо ждать, потому что можно было заливать одно видео в день, и вместо этого вы заливаете по очереди, и это не работает. А работая, если вы начнете работать с нами, вы перестанете думать, потому что у нас уже есть люди, которые делают это на полуавтомате. То есть у них стоит задача, вы только будете проверять. Скажите, приятно, да, когда ты проверяешь, как заливается, размещается и сеется твое видео. Что вы еще перестанете делать, если начнете сотрудничать с нами? Конечно же, вы перестанете выпускать свое чудесное видео без описания, без вкусного заголовка, без тегов. Почему? Потому что я это проходил на себе. Так же, как и вы. Я сидел и долго монтировал ролик, потом я начинал его заливать, потом я думаю, ну сейчас я вот залью, он сейчас зальется, и когда у меня будет там, не знаю, свободное время, я уже напишу ему там и описание, и заголовок, проставлю теги, там все сделаю хорошо. Нет. Нет, потому что потом голова подсказывает мне и вам, я уже знаю, что вы так понимаете, что типа вот мы лучше потом наймем такого классного копирайтера, который напишет нам классное описание. Не наймете, не напишет, и у вас будут пустые видеоролики. Ну, я же не изобретаю. Вот прямо сейчас возьмите и посмотрите свои видеоролики. Как вы оцениваете описание под вашим видео? На сколько баллов? Кстати, там YouTube позволяет до 5000 символов разместить. Там это вполне 5000 символов, это такая большая, хорошая статья. Что у вас там есть? Я сомневаюсь, что там есть 300 символов уникального контента. Я сомневаюсь, что ваш заголовок содержит ключевые слова, которые есть в тегах, а тегов тоже может быть и не быть. Посмотрите свое видео и поймите, потому что все мы это проходили самостоятельно, мы практики, а не теоретики. И я все это вам рассказываю для того, потому что я бы хотел, чтобы у меня кто-то был, чтобы мне это делали. И я это сделал. Причем мы это сделали, поставили на поток. У нас есть команда, у нас есть менеджеры, у нас есть исполнители, и у нас есть приток кадров. Именно для этого мы сделали школу фриланса, чтобы искать классные кадры и отбирать. Мы берем всех. Отсеиваем худших, оставляя лучших. А вы до сих пор пытаетесь сделать все самостоятельно. Итак, что же еще вы перестанете делать, если будете сотрудничать с нами? Ну, опять же, искать яркие идеи для своих новых роликов. Вы скажете, Александр, вот идеи я уже, чтобы я кого-то нанимал, чтобы мне делали, искали идеи, нет. Я сам идейный вдохновитель своего канала, не спорю. Я знаю по себе. Я же вам передаю свой опыт. И я команду, которую мы комплектуем, мы делаем команду на проблемах и на болях клиентов. А я тоже, я это вы, но 5 лет назад. И вот я хочу снимать видеоролик, допустим, про то, как найти идею допустим, там, самая вкусная идея для канала. Я ввожу его в YouTube и вижу идеи для кулинарного канала, идеи для строительного канала, идеи для образовательного канала, идеи для там, религиозного канала, там, яркие идеи, мысли, да, там, и я начинаю путаться. То есть я хотел одну, а проблема всегда проблема выбора. Давайте честно, вот если вы заходите в магазин, и там есть 3 вида колбасы. Ливерная, копченая и вареная. 3 вида. Вы точно знаете, какую колбасу вы купите, потому что какой у вас бюджет.
А если там еще подвезли вкусную ветчину, то вы точно возьмете ветчину. А давайте представим, сейчас вы заходите в большой, огромный супермаркет, где видов колбасы 300. 300 копченой, 300 вареной, там, ну, ливерной, наверное, нет, но не знаю, да, вот. Ветчины, да там вообще, начиная от кроличьей, заканчивая там индюшиной и неизвестной какой-то, не знаю, из индейцев Папуа Новой Гвинеи. Непонятно вообще. Вы будете долго-долго выбирать, и что? Вот именно так работает проблема выбора. Вы выберете, ну, или отложите, вы скажете, я потом, или напишите себе, как это делал я вместо одной идеи, я выбираю 20 и пишу большой контент-план на эти 20 идей, и думаю, завтра начну. То есть вместо быстрого, оперативного выбора новой идеи, вместо анализа конкурентов, вместо понимания, как эта идея будет работать на ключевой запрос, как она сработает на охват, как она работает на попадание в рекомендованные конкурентам, мы будем делать большие списки, которые не окучим никогда. Вы что думаете, что у меня нет, так как у вас, записей, какие я хотел ролики сделать? У меня таких тетрадей, может, штук 200 лежит. Я в каждую командировку, в каждую поездку беру себе и в дороге пишу, какие я хочу сделать там, да, руками, потому что я убеждаю себя, что когда я пишу руками, у меня мозг запоминает, там память там работает лучше. Ничего подобного. Проблема выбора правильной идеи, потому что вы задача какая, что из 100 идей, которые вы нашли по этой теме, надо выбрать одну, ну или две. И, как правило, угадать нельзя. Вот я вчера говорил своему клиенту, что я со своим опытом я ни разу еще не угадал. Я пытался, как и вы, угадать. То есть я пытаюсь объяснить себе, что я знаю. Я пытаюсь, что я-то вот точно, друзья мои, не угадаете. Без анализа ключевого запроса, без анализа охвата, без анализа, какое видео есть у конкурентов по этой теме, выбрать правильную, трафикогенерящую тему невозможно. Что же еще вы перестанете делать, когда будете сотрудничать с нами? Вы, друзья мои, перестанете мониторить ответы под видео и блокировать хейтеров. И вот еще одна боль, потому что вы в начале пути, давайте я вам расскажу, вы, может быть, даже еще не знаете, что это боль. И вот, вы создаете, я про себя рассказываю, я создаю канал, пытаюсь писать интересные ролики, полезные ролики. Я очень долго сижу над монтажом, я мудохаюсь с выбором обложки для этого самого видео. Я пишу описание долго, марудно, там все это, там, да, заголовки, теги, все делаю, и потом размещаю его на YouTube. Размещаю его в социальные сети и перехожу к следующему ролику. Но проблема-то в том, что я или вы, для кого вы делаете это видео? Для зрителей, для ваших будущих зрителей, для ваших подписчиков, для ваших любителей вашего видеоконтента. И вот эти зрители приходят к вам, пишут вопрос под вашим видео, либо пишут благодарочку, типа там «Спасибо большое, Александр, за качественный познавательный ролик», и они ждут ответа. Они ждут и от вас, что вы напишите там «Пожалуйста, рады были вам полезны», поставите сердечко на их комментарий и ответите. И чем быстрее вы ответите, тем больше будет лояльность вашего зрителя. Давайте, чтобы вам было просто и понятно, поменяем местами. Вы приходите ко мне на канал Школы видеоблогера, и вы пишете комментарий, допустим, «Спасибо, Александр, но я не понял, как это делается, вот это, и я же точно знаю, что вы минут 15-20 сидите и мониторите, вы ждете, что вам ответят». Давайте представим, что вы ждете, что вам ответят 15 минут, 20, час, 2, 3, день, неделю, ничего. Вернетесь ли вы на этот канал? Наверное, нет. Потому что как бы там на вас не обратили внимания, а вы личность. Вы зритель, который потратил время на ролик, который задал вопрос, и вас не заметили. А раз вас не заметили, соответственно, это не вы плохой, это автор канала недалекий, потому что он не оценил будущего важного адепта бренда этого канала и не ответил вам, вы уходите. Вывод. То есть мы с вами сделали канал, мы залили видео для зрителя, для подписчика, для нашего
может быть, того, чье внимание купит наш рекламодатель, он к нам пришел, и мы про него забили. Посмотрите я всегда своим клиентам показываю десятки каналов конкурентов, где они собирают аудиторию, там десятки тысяч комментариев и ни одного ответа. Зачем вы делаете видео? Все же просто. Так это я беру только YouTube. А если мы пойдем чуть-чуть дальше, если мы возьмем еще ответы под вашим видео в социальных сетях, там вообще тьма. Вы туда зашли, быстро залили и вышли. Залили, вышли. Читать комментарии кому? Аудитория ваша, они должны меня, вы себя успокаиваете. Как правильно? Если вы с нами начнете работать, то мы дадим вам персонального менеджера, который будет заниматься и отвечать на вопросы ваших зрителей. И что не менее важно, он будет убирать хейтерские комментарии. Потому что мало того, что вы не отвечаете, вы еще не убираете. Вы там такие, нет, не так. Ваш мозг, ваш чудесный мозг, он убедил себя в том, что это нормально. Активность под моим каналом – это нормально. Активность, то, что у меня пишут там под роликами, это нормально, пусть пишут. Потом я почищу. И вот люди, которые приходят к вам под ваше видео, под ваш видеоролик, адекватные люди, хорошие люди, которые готовы стать вашими подписчиками, зрителями, постоянной аудиторией, они читают, что под вашим видео там типа, да пошел ты нафиг, там козел, там, да, какие-то спам-комментарии, там, го-подписку. Будет ли там адекватный человек писать в этой помойке, которую вы развели у себя под видео? Наверное, нет. Он хочет общаться, потому что люди приходят на темы, которые с ними резонируют, и хотят общаться в кругу тех людей, с которыми у них общие интересы. Какие у них интересы могут быть с го-подписка? Или там каким-нибудь спам-роликом, спам-комментарием? Никаких. Поэтому, друзья мои, если вы начнете работать, сотрудничать с нами, то вы точно перестанете думать про комментарии, потому что эту тяжелую и постоянную, регулярную работу возьмет на себя наша команда. Следующий момент. Если вы, вы перестанете объяснять фрилансеру задачу в очередной раз, поражаясь уму и сообразительности. То есть, если вы будете сотрудничать с нами, то вы перестанете объяснять регулярно фрилансерам задачу и регулярно будете поражаться их, робот-вертер отличаются там умом и сообразительностью. Фрилансеры не отличаются в большинстве своем ни умом, ни сообразительностью. Почему? Потому что многие из вас, и я тот же, из той же, мы с вами с одной стаи, я долго себя убеждал, что пока я объясню фрилансеру, что я от него хочу, я лучше сделаю это сам. И очень часто, объясняя фрилансеру, входя в кураж, я ему там показывал экран, рисовал схемы, как я хочу, он такой да-да-да-да-да, а потом я понимал, что он даже не слушал, наверное, он играл в какую-нибудь игру и просто мне дакал, чтобы делать фон нашего диалога. Потому что он делал совершенно не то, что я ему объяснял, и мое время, причем он требовал оплату, и вот это вот все, оно уходило. И я вас понимаю. Я вас понимаю, потому что недавеча, как вчера, мы отправляли задание на монтаж одного ролика 30 монтажерам. Но мы написали очень подробный чек-лист, мы написали очень подробный монтажный лист. Мы дали все вводные, мы объясняли, какой шрифт, какой цвет, какие вставки, куда вставлять, какие цвета использовать, какой цветокор делать, показали примеры. То есть мы расписали все, и вот из 30 заявок 10 отвалилось сразу, потому что они у них должно быть просто, у них в голове монтаж, это мы даем им ролик, и они, используя свой творческий талант, харизму, понимание, начинают ваять некий продукт. Еще десятка прислала такой, плакать, обнять и плакать. Там и лепестки роз летают, какие-то заставки, что во что гораст. Да? Но мы же, смотрите, в чем история. Мы, чтобы получить одного толкового исполнителя,
уже протестировали 30, оставили у себя 10 и этим 10 заплатили за один и тот же ролик. Потому что мы, в отличие от вас, а мы тоже раньше делали, мы давали всем разные ролики, потому что мы же должны сэкономить. Зачем нам давать один и тот же ролик, скажем так, всем людям, всем исполнителям? Они в этом случае делают разное, и мы такие поражаемся своей изобретательности, что мы вот как бы из одной протестировали монтажеров и заодно дали разные ролики. Но мы не видим разницы. Если мы видим разные ролики, они тоже видят разные ролики. И мы не можем понять, кто лучше, потому что лучшесть измеряется. И очень часто вы, начиная работать с фрилансерами, находя не тех фрилансеров, опускаете руки и начинаете делать и работать самостоятельно, убеждая себя в том, что пока вы объясните этим недалеким работникам, как что и делать, а потом, пока вы это проверите, уйдет больше времени, и вам еще за это надо будет заплатить. Так лучше я заплачу себе. Мы уже тестировали, друзья мои, я 15 лет на фрилансе. Мало того, что у нас есть база своих фрилансеров, то огромная часть фрилансеров боится работать со мной не потому, что я страшный, толстый, жирный очкарик, а потому что у меня репутация на фрилансе сурового, справедливого человека. И если мой отзыв появляется на странице фрилансера, то в принципе карьера его либо идет вверх, если положительный отзыв, а если он отрицательный, то карьера идет его резко вниз. И поэтому они предпочитают не связываться, ну, те, кто ищет свободную кассу, со мной, потому что понимают, что человек, который 15 лет уже в этом бизнесе, его очень, ну, меня тоже можно обмануть. Но гораздо сложнее, чем обмануть новичка, который не понимает, что без ТЗ результат ХЗ, он не понимает, что такое сроки, дедлайны, как проверять и прочее, прочее, прочее. То есть работая с нами, не работая, сотрудничая с нами, вы точно перестанете думать о том, как объяснить фрилансеру, что вы от него хотите, потому что вместо вас это сделаем мы. Итак, дальше. Что же вы еще перестанете делать, если начнете сотрудничать с нами? Ну, конечно же, вы перестанете проверять работу, которую вы делегировали. Это очень близко подходит к тому, что мы даем кому-то работу, мы ее проверяем, но самая важная часть в работе, которую вы делегировали, неважно, монтажеру, дизайнеру, контент-менеджеру, это проверка. Это проверка, потому что понятно, что если какая-нибудь одна ошибка может быть в обложке, то это крайне негативно повлияет на продвижение не только вашего канала ролика, но и крайне негативно повлияет на продвижение вашего бренда. То есть если вы большой эксперт, позиционируете себя такого умного, красивого, модного, молодого, дорогого, а на обложке у вас две ошибки, жиши, пиши с буквой «ы» и прочие прелести, то можно, конечно, из этого выкрутиться, но потому что вы поленились проверить, потому что вы доверили. А на удаленке, на фрилансе есть одно правило: доверяй, но проверяй. Почему? Потому что перед оплатой надо проверять работу, не после оплаты. Потому что если вы заплатили уже фрилансеру, удаленщику, либо по договору, то потом требовать исправления ошибок, ну, такое себе удовольствие зачастую оканчивается ничем, и только вы будете спортить себе настроение, ничего не вернув. Вместо этого мы проверим за вас всю работу, потому что мы знаем, куда смотреть, что смотреть, как проверять и как мотивировать исполнителя к скорейшему выполнению своих обязанностей. У нас есть как морковка спереди, так и морковка сзади. Вам тоже предстоит такая история, но это будет гораздо более долгий период, и со временем вы научитесь проверять и поймете, что если вы, я верю тебе, дорогой друг, я верю в тебя, мы с тобой прорвемся, вы через 2-3 проекта получаете, извините, не заметил, и получаете большую порцию добра. Попью воды. Да-да-да. Сколько мы уже в эфире? Полчаса. Не успеваем за полчаса, эх. Александр, ну я не знаю ваш темп, я не знаю, сколько мы будем.
Дальше идем. Половина листика пройдена. Итак, что же вы еще перестанете делать, если начнете сотрудничать с нами? Вы перестанете быть ремесленником и станете автором канала с командой профессионалов. Давайте честно, вы сейчас ремесленник, потому что таким ремесленником был я. Я садился, делал там видео, потом пытался монтаж, рисовал обложку, потом пытался его заливать. Я был копирайтером, когда писал текст, я был оптимизатором, когда подбирал теги, я был таким SMM-менеджером, когда пытался его посеять в социальных сетях. То есть я был такой за всех, и был такой, смотрите, я такой многостаночник, я так умею делать и это, и то, и то, и то. И со временем мне очень и очень хотелось, чтобы у меня был второй я, которому я бы, знаете, там типа, как в сказочке, ложись, Иван-Царевич, утро вечером мудренее. И я такой лег спать, встал, а уже ролик смонтирован, залит на канал, сделана обложка, классный заголовок, классные теги, описание, даже отвечено на комментарии, все. Более того, этот ролик залит уже в социальные сети, сделаны посевы, он добавлен в таблицу, там в Google Doc, все красиво, все бэкап стоит, все вообще шикарно. Я такой встаю, думаю, ну, молодец там, царевна лягушка, классно поработала. Но такую царевну-лягушку я не мог найти, просто потому, что надо было ее учить. И когда я начинал учить, эти царевны-лягушки очень часто, или там царевичи-лягушати, они говорили, а нахрена ты мне нужен? Я пойду, я уже стою много денег, спасибо, что меня научил бесплатно, спасибо, ах, не бесплатно, ты же мне еще платил, ты же не Рашевич был такой дебил, то, что ты меня еще учил, и ты мне еще за это платил зарплату. Я вот научилась и пойду к другим работать, потому что как бы ты мне мало платишь. И уходили. И я опять ручки опускались, я начинал как бы там делать все самостоятельно. Думал, нет, я сам. И опять ничего, потому что время это самое ценное, что у вас есть. Время это то, что нельзя восстановить. Деньги можно заработать, репутацию можно восстановить, а время нет. Время, если ушло, уже все, помашите ему ручкой. И поэтому здесь делегируя кому-то что-то, вы освобождаете для себя время, для творчества. И очень часто вы выпускаете в неделю один ролик, убеждая себя, что вы же все сделали сами, вы сэкономили. Кому нужна ваша экономия? Для кого вы экономите? Что вы экономите? Записывая один ролик в день, у вас максимум, вы будете херачить целый год, и у вас будет на выходе 50 роликов. 50 роликов в год, и вы думаете, что это будут такие... Нет, если вы вдуть, то 50 роликов в год вам за глаза. Если вы там, не знаю, еще там популярная медийная персона, то может быть да. А если вы начинающий автор, то в принципе перестаньте быть ремесленниками, начните становиться автором канала с сильной командой. И вот придя к нам, начав работать с нами, вы действительно получите сильную, мощную команду экспертов, которая будет работать на вашей стороне, а не стороне ваших конкурентов. Я думаю, вы уже устали, но я же бью по болям, поэтому как бы вам все предельно понятно. Дальше. Что вы еще перестанете делать, если начнете сотрудничать с нами? Вы перестанете бороться с конкурентами, вы перестанете их анализировать, смотреть за их продвижением, анализировать их телодвижения, ролики, потому что вместо вас все это возьмется и сделают профессионалы. Те, кто знает, куда смотреть, что смотреть, куда обращать внимание, а куда не стоит, куда можно стукануть на конкурента, а куда он может стукануть на нас. И вот все эти моменты, это все делают эксперты-профессионалы, и никак не вы, потому что даже если вы, будучи, как у меня был клиент вчера, говорит, я там магистр по маркетингу, и не понимая элементарные вещи, это потому что у вас нет опыта. Опыт приходит со временем, этому нельзя научиться. По Ютубу еще пока никто серьезно ничего не учит по этим моментам, и поэтому, работая с нами, вы поймете, как анализировать конкурентов, куда смотреть, что делать, если это очень важные моменты, которые вам очень и очень пригодятся. Что же еще вы перестанете делать, когда начнете сотрудничать с нами? Конечно, вы перестанете искать бесплатные видео и фото для вашего контента, или музыку. А знаете почему? Потому что все это есть у нас.
и не бесплатном. У нас есть огромное количество подписок на всевозможные стоковые сервисы, где мы берем классные видеовставки, классные видеоролики, классные футажи, классные фотографии, классную музыку, и у нас есть из чего выбирать. У нас есть право на использование этих футажей, и здесь мы делаем классные видеоролики. Мы даже в школе, не только для клиентов, мы даже в школе делаем ролики с монтажом гораздо лучше, чем у многих из вас. Почему? Потому что у нас много роликов. Посмотрите, у нас выходит в день от 7 до 10 роликов только на наших каналах, на наших личных каналах. И они все с монтажом, с футажами. Представляете, какая у нас база огромная всех этих видеовставок. Поэтому не надо искать бесплатное. Бесплатный сыр в холодильнике у вашей мамы. Все остальное есть у нас, поэтому если вы придете к нам, мы вам поможем, расскажем и покажем, как, что делать и где, что искать. Дальше. Что вы еще перестанете делать, если начнете сотрудничать с нами? Выпускать видео без брендированной упаковки. Почему? Потому что очень часто есть идея, что у многих наших клиентов или будущих клиентов, да, которые они почему-то считают, что сначала вы сделаете видео, потом вы на этом видео заработаете, а потом вы на эти заработанные деньги купите медиаупаковку или запакуете ее. Но вы же понимаете, что давайте представим, вот у вас есть классная конфета, вы разработали классную конфету с классной начинкой, вы убухали много-много времени в шоколад, который не на пальмовом масле, а на хорошем масле ваш шоколад, такой вкусный, классный шоколад. То есть вы сделали его хорошо, сделали конфету и положили ее на прилавок магазина. Купит ли кто-нибудь ее? Наверное, потому что подумают, что она дешевая, потому что она без упаковки. И возможно, ее распробуют и будут говорить, там такие вкусные конфеты шоколадные. Как они называются? Шоколадные, они без упаковки. И вы будете вместе там в ряду дешевых трэшевых конфет без упаковки лежать, как будто такие маленькие сестры и братья нищебродиков. И вот будете лежать там спокойно на этом прилавке. Да? Рядом будут лежать такого себе качества конфеты, но у них будет яркая упаковка. Потому что люди выбирают по упаковке. Люди привыкли к тому, что ваше видео должно быть запаковано. И вот здесь парадокс. С одной стороны, вы хотите купить упаковку. То есть, и вот представьте кондитера, который скажет, я сначала начну продавать свои конфеты, а потом на вырученные деньги, на прибыль от продажи этих конфет я сделаю упаковку. Там найму дизайнеров, куплю крутую бумагу. Вы улыбаетесь. А почему вы не улыбаетесь, когда вы свое видео выпускаете и думаете, что вы потом добавите туда упаковку? А работая, сотрудничая вместе с нами, вы перестанете думать, потому что команда профессионалов предложит вам варианты упаковки для вашего видео, и мы запакуем ваши видеоролики как вкусные конфеты и предложим их на суд зрителей, поможем их запустить, скажем так, в мир. И не иной. Что же еще вы перестанете делать, когда начнете работать с нами? Вы перестанете быть? Нет, работать слово плохое. Сотрудничать, потому что работать будем вместо вас мы, наша команда. Что же вы перестанете делать, когда будете сотрудничать с нами? Вы перестанете быть многорукой Шивой. Потому что такой многорукой Шивой был я. То есть и вот до сих пор многие клиенты, они считают, что я такая многорукая Шива. Такой сидит Некрашевич, у него тут такая, ну там раз руки, там, да, там здесь руки, там, да, ноги, даже на ногах пальцы работающие, там клавиатура нажимает, там теги пишут, они там, я ногами там теги, они такие, да, я такой сижу, значит, да, здесь я рисую обложку, здесь я пишу комментарии, здесь я отвечаю на посты в социальных сетях, здесь я в скайпе даю консультацию, здесь я пишу там описание к ролику, здесь пишу теги, а камера в это время меня снимает, потому что я еще умудряюсь снимать там видеоролик, там, типа там, как сделать что-то там, да, для школы видеоблогера. Друзья мои, оно в принципе так и есть, но ты потом поднимаешься и видишь, что у тебя 120 килограмм весу. То есть ты же, сука, сидишь и ты жрешь, потому что тебе нет времени поесть нормально на кухне, в столовой нет времени, потому что ты пока можешь, ты же, правильно, можно пока есть, можно этой рукой там есть, а этой теги подбирать, правильно?
Ну, посмотрите на свою клавиатуру, вы увидите там меню, потому что вы спешите, вы думаете, вы же такой умный, потому что вы можете есть, и во время еды вы вполне себе можете выбирать теги, анализировать конкурс или писать свой ролик. Что там, что пропадать добру? Время же это бесценное, вы начинаете есть. И вот здесь вы такая многорукая Шива, а дальше, знаете, что будет? Это было у меня, это было у многих наших клиентов, начинается профессиональное выгорание. То есть вы ждете результат быстрый. А когда вы понимаете, что надо быть многорукой Шивой 2-3 года без гарантии, без гарантии результата от слова вообще, вы ручки-то опускаются, потому что ваша многорукая Шива, то есть одна ручка начинает болеть, вторая ручка потянулась, у третьей там пальчик вывихнулся, и вы начинаете тормозить. А мозг это очень умная штука, она говорит, спокойно, 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 не надо никому ничего делегировать. Завтра мы с тобой с самого утра встанем и начнем. И вы же знаете, что завтра не наступит никогда. Вы знаете, что вы как многорукая Шива, нет, какое-то время вы будете гордиться. Вы будете говорить, эти фрилансеры, я сам монтаж делаю. Дизайн, я вообще не понимаю, за что платить этим неучим дизайнерам. Я сам делаю обложки. Ну ты посчитай, дорогая моя супруга. Вот если мы отдадим обложки, каждая обложка стоит 300 рублей. 100 обложек это 30 тысяч рублей. Я сэкономил 30 тысяч рублей бюджета в нашу семью. И жена скажет, какой ты у меня умный, молодец, умничка. Вы такие, да что 30 тысяч рублей? Посмотрите, сколько я на монтаже сэкономил там, да? Я вот на монтаже роликов наших там типа 1 000 000 сэкономил, потому что я там отдал, там, вот они просят за 1 минуту там 500 рублей, а я 1000 минут сам смонтировал. И 1 000 000 сэкономил вам. Вопрос будет только один. А где этот 1 000 000, что ты сэкономил? Где те деньги, которые ты нам, дорогой наш супруг, сэкономил? Где те бюджеты, которые принес твой канал? Ты же сэкономил. И вот здесь у вас будет вопрос, что действительно, а где? То есть где то, то есть вы сделали какого-то Франкенштейна, который нафиг никому не нужен, и при этом вы считаете, что вы сэкономили. Вопрос лишь один, а где деньги? Что вы на этом заработали? Потому что любой труд должен быть оплачен, и качество вашего труда напрямую зависит от оплаты. То есть если я что-то сделал и смогу это продать быстро, то, соответственно, сделал это хорошо. А если я сделал никому не нужную кучу добра, и мне надо за нее еще заплатить, чтобы ее вынесли. Вы вообще понимаете, небольшая справка. Подумайте, что не так, кто хуже того, кто ничего не делает. Вот есть видеоблогер, который ничего не делает. Он сидит и ничего не делает. Вообще ничего не делает, да? И вот кто хуже его? Давайте я подожду пару секунд, а вы пока скажете. То есть вот есть видеоблогер, который ничего не делает. Он не снимает видеоролики, он не делает обложки, он не делает монтаж, он не делает ничего, он сидит и мечтает. А есть еще хуже. И кто же этот хуже? Я вам скажу, это тот, кто делает то, что никому не надо. Вот если вы будете делать то, что никому не надо, вы убьете себя, убьете свое время, ну, убьете в переносном смысле, да, то есть вы потратите свои ресурсы, вы потратите свои нервы, вы переругаетесь с близкими и сделаете продукт, который никому не нужен. У вас будет минус мотивация, у вас будет минус все. А почему? Потому что вы делали то, что никому не надо. Ну, условно, да? Если взять, вот есть замечательная площадь. И здесь можно прийти, не знаю, и зубной щеткой начать чистить эти плитки. Все будут ходить, все будут улыбаться. С одной стороны, вы можете сказать, что типа, ты знаешь, что ручная работа по чистке плитки одной, она стоит, там, не знаю, $1 за плитку. И вы будете думать, что вы сэкономили, там, не знаю, $1000, потому что вы почистили 1000 плиток. Но это никому не надо. Поэтому не делайте работу, которая никому не надо, а начинайте делегировать. Итак, дальше. Что же вы еще перестанете делать, если начнете сотрудничать с нами? Ну, естественно, вы перестанете учить копирайтинг, таргетинг, SMM и другие сложные науки, а займетесь созиданием.
Это еще один бич, и я тоже думаю, зачем мне платить каким-нибудь там, не знаю, копирайтерам, SMM-менеджерам, маркетологам, монтажерам. Я куплю курс, и уж как прочитаю про этот курс, как стану за 2 недели супер копирайтером, как стану, куплю курс и стану. Нет, вы действительно верите, что вас могут научить за 2 недели быть супер копирайтером? Все предельно просто. Вы попробуйте, то есть я своим сотрудникам говорю, мало знать себе цену, важно пользоваться спросом. То есть ваш навык, ваш скилл прокачки той или иной профессии напрямую зависит не от того, что вы думаете, что вы знаете, а можете ли вы на этом заработать. То есть я для себя понял, что я, может быть, и умею делать монтаж, но на этом зарабатывать я не смогу. Может быть, я умею писать тексты, но я точно на этом не смогу зарабатывать. Может быть, я умею продвигать и настраивать таргетинг и делать там рекламу в Фейсбуке, но я не смогу на этом зарабатывать столько, сколько мне надо. А вы попробуйте просто для себя и перестаньте тешить себя надеждой, иллюзией, что купив тот или иной курс, вы станете супер-таргетологом, супер-маркетологом, супер-супер там, копирайтером и будете писать цепляющие заголовки, потому что вы купили же курс за 2800 рублей, который научит вас за 3 дня, порвет вашу парадигму, и вы сможете зарабатывать 50 тысяч рублей в неделю на цепляющих заголовках. Ну, нет, звучит, конечно, хорошо, но будет ли это на практике, я очень и очень сомневаюсь. Поэтому, начав сотрудничать с нами, вы точно перестанете учить никому, вам не нужные науки, а начнете заниматься созиданием, творить ваш контент, потому что вы автор, вы креатор. Дальше поехали. Воды попью, с вашего позволения. Потому что я планировал сегодня на полчаса. Полчаса. Сколько мы уже в эфире? 47. 47. Следующий момент, что вы перестанете делать, если начнете сотрудничать с нами, вы перестанете судорожно выбирать оборудование для съемки. Это вообще такой трэш. Это я. Я вам скажу, как я. Я такой, я студию сделаю, мне такие, сразу нашлась целая куча желающих, такие, там мне прайсы, там начали звонить, там туда-сюда, здесь скидка. Клянусь, покупали там такие тушки фотоаппаратов, там, да, выбирали объективы, там, микрофоны, свет, кинофло, такой свет, там, выборка ламп, а давайте это, а набор дешевле, там, пам-пам-пам, и там, сука, там, и мы счастливы, там, в Москву, вперед, за оборудованием со скидкой, приехали, на 5 купили, потом съездили еще на 2 докупили, потом еще там, то есть, и потом, вот реально говорю, потом я понимаю, как это работает. Я понимаю, что свет, который я купил за 2000 евро, вполне себе заменяется светом из Икеи. И зритель не чувствует разницы. Нет, оно эстетически, конечно, круто, когда у тебя стоит кинофло светильники. Вообще бомбически. Фотки, бэкстейджи, вообще, вы посмотрите наши фотки с этой студии, там вообще классика, да, там бренды на лампах, там все видно дорого-богато. А дома у меня висят светильники из Икеи, лампы в 10, в 20 раз дешевле, а зритель не видит разницы. А если зритель не видит разницы, зачем платить больше? У вас в начале пути есть куда тратить деньги, и весь этот маркетинг, там типа, купи эту камеру, и у тебя будет все, не от камеры зависит. Нет микрофона. Нет, микрофон очень важно. Но если вы не умеете говорить на камеру, то какая разница, какую камеру говорить? В веб-камеру, в камеру телефона, как это делаю я сейчас, либо в профессиональную камеру с очень крутым объективом. Нет, оно классно. То есть я сейчас стою как нищеброд посреди улицы, на штативе стоит у меня камера, и я выступаю в телефон. Я сейчас с вами говорю в телефон. А, конечно, было бы классно, если бы тут такой стоял я, здесь такая камера, штатив, такой объектив здоровенный, тут вторая камера, она на меня светит, тут такое светооборудование, микрофоны такие, там, чувак с пушкой бы стоял там снизу, там, да, там как бы, кто-то там с этим, я такой, я звезда, ля-ля-ля, ля-ля-ля, и все такие по улице шли, проходили, такие, нихера себе, какой-то знаменитый там автор, и вы такие, да, я вот знаменитый чувак, я вот там пам-пам, никому нафиг не надо.
То есть сотрудничая с нами, мы вам подскажем, как оптимизировать бюджет для начала. Потом будет в кайф. То есть если вы снимаете, допустим, свое видео на Samsung, какой-нибудь A50, а потом переходите на iPhone 10, то видно, и вам классно это все видно, разница. А если вы разницу не видите, то зачем платить больше? Пора-барабам. Дальше идем. Что же еще вы перестанете делать, когда начнете сотрудничать с нами? Естественно, вы перестанете изучать современные версии профессиональных программ по монтажу, графики и так далее. То есть опять, вместо того, чтобы делать классные ролики, вместо того, чтобы создать идеи по этим роликам, вы начинаете изучать там Adobe Premiere, Adobe Audition, там какие-нибудь фотошопы. Зачем вам это надо? Зачем вам надо те программы, которыми вы будете пользоваться, допустим, полгода максимум? Потому что если вы креатор, то вы не монтажер. Очень редко можно найти тех, кто успевает делать и то, и то, и то. Зачем вам учить эти программы? Более того, программы меняются, и вы такие, а у меня не такой интерфейс. Да, конечно же, не такой, потому что у тебя программа, допустим, 8.2, а уже вышла 10.14, и ты до сих пор там на 8.2. Она еще платная и очень дорогая. А если у вас не платная, если вы там скачали хрякнутую, то есть там, мы же русские люди все понимаем, скачали другую, неплатную программу, скажем так, то, в принципе, изучать ее смысла нет. Но нет, вы сидите, вы юзаете, вы там фильтры, там туда-сюда, это ни к чему. Есть люди, которые живут в этих программах десятками лет. Они знают их от и до и сделают все гораздо быстрее, чем вы, и мы поможем вам, чтобы эти люди работали на вас. Дальше, что же еще вы перестанете делать, когда будете сотрудничать вместе с нами? Слово «работать» не люблю. У меня, тьфу-тьфу-тьфу. Когда я говорю заказчику, вы будете работать с нами, он думает, Некрашевич, ты не офигел? Я тебя нанимаю, чтобы не я с тобой работал, а чтобы ты работал на меня. Я такой, да, простите, пожалуйста, виноват, исправлюсь. Не суть. Что же еще вы перестанете делать, когда начнете сотрудничать с нами? Вы перестанете выпускать всего одно видео в неделю. Посмотрите наши отзывы. Отзывы, где клиенты прям показывают, как они похудели, как я на них там кричу и говорю, давай, потому что контент решает все. Потому что если вы не снимаете одно видео в день, вы никто, и звать вас никак. А моя задача и задача моей команды вывести вас на уровень минимум одно видео в день. Не в неделю, а в день. И за месяц, я вам гарантирую, вы к этому уровню придете. Потому что вы получите технологию, и вы научитесь, вы поверите в себя. Я просто дам вам волшебный мотивационный пендель, потому что вы и ваш мозг замечательно умеет убеждать в том, что я слышал, что одно видео в неделю вполне хорошо. Вот когда я никогда, завтра никогда. Поэтому надо ставить себе реальные цели. Более того, надо брать себе, как тренер. Когда я ходил в фитнес-зал, я понял, что я ленивая собака. И я ленюсь, я прихожу, и там надо заниматься, там туда-сюда, да. А потом мне подсказали, возьми тренера. Когда я узнал, сколько стоит личный тренер, я опешил. А мне объяснили, сказали, Некрашевич, ты не понимаешь, в этом-то и есть вся соль, что ты взял его занятия, и ты не будешь пропускать. Ты будешь ходить и будешь делать, потому что он столько много и стоит, что тебе будет жалко тратить деньги в никуда. Ты же его купил, ты его нанял, и вот делать. Поэтому, друзья мои, если вы хотите выйти на хороший уровень, приходите к нам, и наша команда поможет вам, придаст вам ускорение. Итак, что же вы еще перестанете делать, начав сотрудничать с нами? Вы перестанете забывать про бэкап, про версию, потому что все наши клиенты, все вы даже в том числе, у вас есть версия вашего канала, копия вашего канала. Давайте представим, что ваш канал угнали, заблокировали или просто закрыли. У вас есть версия, копия его. У 99% нет. И я тоже к этому числу относился, потому что у меня тоже не было.
Потому что у меня не было менеджера канала, который все ролики, которые выпускались, он бы заливал их на Google Диск и делал копию. Копию всего, копию обложки, копию заголовка. То есть мы можем любой, даже канал школы и видеоблогера, восстановить из бэкапа за месяц. Да, мы можем 5000 роликов один к одному вывести за месяц. Сможете ли это сделать вы своим каналом? Я очень и очень сомневаюсь. Итак, друзья мои, 20-е. Видите, даже ветер начал прогонять меня, сказал: уходи, уходи, Некрашевич, хватит, говорил. Сколько мы уже в эфире? 55. Во, до часу дойдем. Отлично. 20-е. Я хотел с самого начала поставить это в первые ряды. И что же вы перестанете делать, если начнете сотрудничать с нами? Тем, кто дослушал этот стрим до конца, этот урок до конца, я хочу вам самое важное. Оно прям важно-важно. То есть, когда вы начнете сотрудничать с нами, мы возьмем за вас, на себя, заботу о вашем канале, о вашем видео, о ваших посевах, о вашей монетизации, о вашем продвижении, о вашей оптимизации, чтобы у вас было время на семью. Чтобы вы начали общаться с семьей, чтобы вы видели семью. Потому что боль, которая была у меня, у моих клиентов, она большая. Вы этого не замечаете, но вы начинаете погружаться в видео, начинаете погружаться в процессы и забываете напрочь про своих родных, про семью, про мать, про отца, про братьев, про детей, про жену, про мужа, про всех. Вы вовлечены, вы думаете, что вы авторы, вы куете им светлое будущее. Вы же, когда начнете зарабатывать, они начнут жить лучше, вы убеждаете себя в этом, но попросту вы забиваете на семью, вы забываете про семью, вы забываете про себя, любимую или любимого, и начинаете толстеть. То, что вы сидите, вы нервничаете, вы заедаете, вы не бегаете, потому что у вас нет времени на прогулки, у вас нет времени на мотивацию. И то, что Некрашевич каждое утро выходит и снимаете прямые эфиры на прогулке, вы говорите: ну, когда я буду жить в теплых странах, когда у меня будут вот такие золотые дамы стоять по бокам, и будут такие красивые ландшафты, то, конечно, я буду снимать, а пока я должен херачить. И вот в этом херачить вы потеряете себя, потеряете свое здоровье, потеряете семью и придете в итоге к разбитому корыту. Вам не будут нужны ни каналы, потому что стоит канал, если на кону разбитая семья, и вы, как и я, увидите, что ваш сын вырос. Он за это время вырос, и вы пропустили его детство. Вы пропустили те моменты, самые вкусные моменты, где можно было с ним поваляться в траве, поваляться на лугу. И он просто уже мужским баритоном начинает вам говорить там типа: папа, когда мы купим мне видеокарту? И вы не, что за мужик такой у меня по квартире ходит? Это где мой маленький сынок? Ваша дочь начинает звонить вам и говорить с вами о каких-то вещах, и вы думаете: это же моя там маленькая дочь Катя, где она сейчас? Почему она говорит про какие-то там, не знаю, непонятные брендинги, тендинги там и все дела? Что это такое? Потому что вы упустили момент. А время — это самое ценное. И начав работать с нами, начав сотрудничать с нами, мы вам подскажем, заменим, и вы найдете действительно опорную точку для вашего канала, для роста вашего канала, для масштабирования. И мы постараемся приложить все усилия для того, чтобы вам было с нами хорошо. Посмотрите видеоотзывы, посмотрите наши каналы, посмотрите бесплатную школу видеоблогеров, посмотрите курсы, которые вы купили, и сравните. Вы найдете все видеоролики, которые есть в вашем курсе, у нас бесплатно. Поймите, что мы работаем на длинную перспективу. Почитайте, даже посмотрите видеоотзывы или отзывы о нашей команде, их уже более 1500. Больше, чем 1500. Скоро будет у нас юбилей, у нас будет уже там 10 тысяч роликов и 1500 отзывов о работе нашей команды. Это очень много, друзья мои, очень много. И если у вас есть желание, вы знаете, где нас найти. Ссылочка на форму обратной связи, на заполнение брифа внизу. Ну и вы всегда можете прийти к нам на консультацию. И не забывайте стать спонсором нашего канала, потому что, друзья мои, 49 рублей в месяц. Это меньше талончика на проезд в общественном транспорте. Спасибо за внимание. Спасибо, что были с нами на этом замечательном эфире. Я думаю, что вы для себя нашли, срезонировали какие-то точки роста, точки того, где вы можете
совершать ошибки. Спасибо за внимание. До свидания.